Всем привет, с вами Мурик Артист. И сегодня не очень позитивный ролик. На этой неделе произошла вещь, которая очень сильно меня затронула. Мне написали артисты балета из Самарского театра оперы и балета и рассказали о том, что происходит в их театре с артистами балета. Речь идет об ущемлении прав артистов балета. Маленькая ремарка. Я рассказываю об этом не с целью похайпить на этой проблеме. Просто я как никто знаю и лично сталкивался с этим. Я рассказываю об этом, потому что никто больше не может про это рассказать. Артисты боятся. За любые высказывания их сразу же уволят, и за них никто не заступится. А я владею свободой от театров и больше не собираюсь строить артистическую карьеру. Поэтому я анонимно собрал истории из разных театров России и транслирую это через себя. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Несмотря на и так маленькую зарплату артистов балета Самарского театра в 25-35 тысяч рублей, она состоит из окладов 14-16 тысяч, плюс сколько натанцуешь. В начале нового сезона первое, что услышали артисты балета, что им срезают баллы за выходы. Объясняю, что такое баллы. Каждая партия имеет свою стоимость, и исчисляется она в баллах. 1 балл в Самаре стоит 120 рублей, минус 13% налог – это примерно 100 рублей. И в начале сезона вышел приказ о том, что балету сокращают балл до 100 рублей, минус 13%, итого 87 рублей. Мужчина-артист балета получает за крестьянский танец 3 балла, это 300 рублей, и минус налог – это получается 261 рубль. Охота и свита 1 балл, это 100 рублей, а с налогом 87 рублей. Девочки чуть больше, 3 балла крестьянский, 300 рублей, 4 балла вальс и 5 баллов велисы. Итого 12 баллов, 1200 рублей по старому курсу и 1044 с урезанными баллами. Тени в Байдерке 8 баллов, 696 рублей. Театр имеет прекрасное здание в центре города, большой репертуар от классики до современки. Но в новом сезоне первое, что увидели артисты балета, было, что стоимость баллов будет снижена. При том, что балет – главная кормящая сила театра, и все это прекрасно знают. Артисты пытались поговорить с дирекцией, но внятного ответа не последовало. Разговор был в стиле «денег нет, но вы держитесь». После этого 14 человек уволилось, как премьеры, так и артисты кардебалета. Руководство в шоке, и начал ходить слух, что на следующей неделе им вернут стоимость баллов. Оказывается, деньги все-таки есть. Самое интересное, если поискать инфу в гугле о Самарском театре, то находится несколько интересных статей о финансовых проверках и их результатах. Например, название «Зарплата худрука в 413 тысяч», «Сомнительный балетмейстер и долги». Какие нарушения нашла проверка в театре оперы и балета в Самаре? Пролистав ниже, мы видим, счетная палата вскрыла факты неэффективного расходования бюджетных средств. Усомнились в зарплатах. Выяснилось, что заработная плата у руководящего состава за 2020 год в среднем выросла в 2 раза, в то время как у других работников осталась на прежнем уровне или даже сократилась. Оклад худрука театра около 30 тысяч рублей, но на руки он получал 431 тысячу рублей. Я рад, что в нашем государстве происходят такие проверки, и надеюсь, что они вскроют всю правду и перестанут отбирать заслуженные кровью и потом деньги артистов балета. Помимо ужасно низких зарплат, существует множество других проблем. Например, расписание меняют день в день, репетиции иногда появляются за 1,5 часа до начала. Это просто ужасно бесит. Помимо того, что артисты и так с утра до ночи проводят в театре свою жизнь, так они еще не знают свое расписание не то что за 3 дня, а вообще за 1 день. Я сам с этим сталкивался, когда работал в Мариинском театре. Расписание приходило в 23:00 после огромного сообщения артистов в общем чате театра. Но вчера смотрел паблик Talk Мариинского театра, и как раз на этот вопрос ответил исполняющий обязанности художественный руководитель именно так.
К слову о расписании, могу сказать, да, действительно, мы сейчас пытаемся вводить практику, чтобы расписание делать на 2 дня вперед, но это на практике получается плохо, потому что в течение дня происходит гораздо больше изменений, чем ты их можешь предвидеть. И поэтому все, естественно, меняется, поскольку это жизнь. Но это не русская безалаберность и не российское разгильдяйство. Пример при жизни великого хореографа Джорджа Баланчина в его труппе Нью-Йорк Сити Балет артисты получали расписание на автоответчик в 6 часов вечера накануне дня, на который это расписание предназначалось. Это объяснялось просто. Баланчин говорил своим артистам, что они не должны думать ни о чем, не должны строить никаких планов на день, кроме работы. Вот поэтому, приходя работать в этот театр, нужно понимать, что ты должен отдать себя всего, посвятить себя всего тому искусству, тому делу, которому ты, в общем-то, хочешь служить. Напишите в комментарии, считаете ли вы это правильным? Или артисты все-таки тоже люди, которые имеют право знать заранее свое расписание и при этом также любить и отдаваться своей профессии полностью. После того, как я выложил в Инстаграм историю с Самарским театром, мне написала куча артистов из разных городов России. Ситуация оказалась страшная. Например, в Екатеринбурге аналогичная ситуация с урезанием баллов. При всем этом набрали в этом году человек 30, и из зарплат стареньких вырезают деньги на новеньких. А тем, кому осталось больше года до пенсии, говорят: вали, нам надо новеньких набирать, а если не согласен, мы просто контракт не продлим. А у них, кстати, контракты на год. И, кстати говоря, сейчас мода на срочные контракты. Каждый год подписывают заново на следующий год. Это очень удобно для театров, но супер ужасно для артистов. Никакой стабильности. Если захотят, тебя просто уволят. Если артист пытается отстаивать свои права, окей, молодец, за смелость тебе увольнение. В Екатеринбурге балл стоил 150 рублей, но у них урезают количество баллов. Например, на премьере партия стоила 8 баллов, а сейчас уже 5. И сейчас будет жесть. Слушайте внимательно. Зарплата в среднем у девочек 26 тысяч рублей, а у мужчин 22 тысячи рублей. Нет, вы не ослышались. Вы просто понимаете, что мы учимся на эту ужасно требовательную профессию с адской физической нагрузкой и моральными унижениями в течение 8 лет, для того, чтобы потом получать зарплату как работник Макдональдса. И у них еще стабильные часы работы и выходные нормальные. Также еще куча переработок и дополнительные репетиции. За них, конечно же, не платят. И бухгалтерия отвечает, что денег нет. Есть балетные семьи, которые зарабатывают примерно по 17 тысяч на каждого. А нужно еще и квартиру оплачивать, и школу для детей. Подработку не найти, так как в день меняют расписание. После этого я получаю сообщение от Красноярского театра. Там главная претензия артисток, что не выдают пуанты, хотя по договору они обязаны снабжать балетными вещами. Читаю цитату. «Нас без согласия заставили переобуться в туфли местного производства. Театр продвигает личный бренд пуант, который далеко не всем балеринам подходит. Ты либо покупаешь сам, либо танцуешь в том, что выдают. А я вам напомню, что стоимость хороших пуант от 8 до 12 тысяч рублей. Зарплата у них тоже в среднем 35 тысяч. Из элитной профессии в обслуживающий персонал. Даже от народных ансамблей мне пришел отклик, что, работая в России, получали зарплату в 3 копейки. Травма сама виновата. Везде вы должны, а вам никто не должен. Артисты выживают, а руководители строят новый 3-й дом. В итоге мы с мужем уехали за границу. Там к нам относились по-человечески. Переработки оплачиваются, все права соблюдаются. Даже обидно, почему там мы люди, а у себя не люди. Ужасная история из Краснодара. Человек работал в филармонии имени Пономаренко. С начала сезона уволилось и уволили в общем 12-13 человек. Пришлось идти на новую работу. Сижу на рынке, торгую. Обидно очень. Всю жизнь посвятил танцам. У меня просто нет слов.
Также пришло из Самары, что у них нет медработников во время спектаклей и сценических репетиций. Нет даже элементарной аптечки с бинтом и заморозкой. На что театр отвечает: мы не в состоянии заключить контракт с медиками. Зато есть единственная массажистка, и она обслуживает весь театр, в том числе и оперных артистов. Тема врачей и медперсонала в театрах меня волнует очень давно. Об этом я расскажу в другом ролике, связанном с балетными травмами. Далее Ростовский государственный музыкальный театр. Отношение к артистам балетной труппы с каждым сезоном все хуже и хуже. График жуткий, а артисты чувствуют себя как крепостные крестьяне. Когда артисты говорили о том, что уже идет свинская переработка, нам отвечали: ты на спектакле не все 3 часа работаешь, время на грим — это твое свободное время. Про репетиции в том же духе, мол, ты стоишь не в каждом танце и какое-то время из репетиции отдыхаешь. Даже если работаешь в каждом спектакле, зарплата выше 35-38 тысяч не поднимается. Могут по несколько недель забирать единственный выходной в понедельник и обещать вернуть в отпуск, а по факту потом разрешают максимум на неделю в начале сезона взять за свой счет. После спектакля артисток поливают грязью. Если с тобой что-то случается, руководство отвечает фразой «незаменимых нет». Но дальше история, которая меня больше всего впечатлила. Зачитаю. Здравствуйте, Мурат. Я бывшая артистка балета Воронежского театра оперы и балета. В 2017 году со мной произошло очень неприятное событие. В нашем театре проходил коммерческий балетный фестиваль, за который нам обещали заплатить. То есть повысить стоимость балла за участие в таком спектакле. Я неделю в театре жила, я была задействована во всех сценах тех спектаклей. Фестиваль прошел, все в восторге, начальство, пресса, критики и зрители. И тут нам объявляют, что не будет не то что дополнительной оплаты за фестивальные спектакли, а убирают всю премию за спектакли за тот месяц, и я остаюсь с 8 тысяч зарплаты плюс 3500 аванс. Мы, артисты, хотели поговорить с директором. Он бегал от нас и кормил завтраками. Я была в глубоком отчаянии и решилась на авантюру, запрещенную в России. Полночи, вытирая слезы, я рисовала плакат, а к 8 утра я вышла с одиночным пикетом к зданию Департамента культуры Воронежской области. Да, я не предупредила никого, ни начальства, ни подруг, ни коллег из театра. Мой пикет окончился тем, что заместитель начальника департамента пригласила к себе и отчитала за то, что я не записалась к ней на прием, хотя этого сделать невозможно обычному человеку, а вышла с таким безобразием на улицу. Она сделала круглые глаза, когда я ей показала квиток о начислении зарплаты в 11 500. Оттуда я ушла и пошла в театр на классику. Вот я стою у станка, вижу влетающего в зал директора, которому, естественно, уже сообщили. Меня как маленькую девочку и запугивали, и орали на меня, и обвиняли в профессиональной несостоятельности, и обещали устроить мне сладкую жизнь. Но я была к этому готова. Мне было абсолютно все равно. Спасибо моим коллегам и непосредственно главному балетмейстеру за то, что отстояли меня. Меня травила потом и бухгалтерия, и отдел кадров. Но удивительно то, что после этого инцидента через 2 дня нам перевели наши премии. Вдруг нашлись на это деньги, которых 3 дня ранее не было. Не было, видимо, только у нас. И множество еще таких же историй мне прилетело из других театров. Одна балерина даже призналась, что когда узнают, что ты артист балета, люди восхищаются, а потом по секрету спрашивают, какая у тебя зарплата, и тебе становится аж стыдно. И после этого начинаются вопросы, к чему такие жертвы? Ты что, без этого вообще не можешь? Думаю, на этом я и завершу свое видео, сказав напоследок пару слов. Я честно не верю, что что-то изменится. Скорее всего, сейчас в этих театрах руководство не поменяет своего отношения к артистам балета, а лишь соберет на собрание и опять отчитает всех за то, что они еще и подставили театр, рассказав об этом прессе, в данном случае мне. Я не собираюсь совершать какую-либо революцию или разоблачать коррупцию. Я просто хочу, чтобы к артистам балета относились по-человечески, и их труд оплачивался достойно. Ведь русский балет — это гордость России, он является лучшим в мире.
а артисты балета вкалывают с детства, чтобы эту планку держать. Артисты не рабы.